Мы уже в провинции Гуанси. Сегодня утром выехали из Гуанчжоу. Несколько часов пути, и мы в Гуанси. Сегодня у нас Тиньминзе, 5 апреля. Сзади такая вот красота. Традиционные для Гуанси скалы, которые можно увидеть на 20-юаневой купюре китайской. Можно увидеть эти скалы. Правда, там они из Гуйлиня. Здесь мы сейчас подъезжаем к местечку Уджоу, городу Уджоу. Город Уджоу до сих пор не имеет скоростной трассы, поэтому мы тут пробираемся какими-то непонятными абсолютно дебрями, раздолбанными дорогами. Сейчас везде фейерверки, все закрыто, как правило. Там какой-то фанерный завод. Ну, короче, так. Трешовенько, да. Но едем мы в Уджоу, едем мы за Любао. Надеемся сегодня доехать до пары деревень, где делают Любао традиционный. Не был я там давненько, несколько лет не был. Надо бы восстановить в памяти, контакт обновить приятное, ну и вообще посмотреть на провинцию. Может быть, еще что-то новое найдем. Сегодня, по сути, у нас весь день в дороге получился, потому что, ну, далеко, даже не столько далеко, сколько дорога раздолбанная, потому что мы по скоростной трассе долетели довольно быстро отрезок, а потом сотни километров примерно едем уже третий час, четвертый скоро будет. Наша дорога выглядит вот так. Такая раздолбанная, причем порядком раздолбанная бетонка. Помню, когда я сюда приезжал первый раз, это было несколько лет назад, и тогда ее только-только сделали. Сейчас же она уже пришла в негодность, но отремонтировать ее явно еще не успели. А едем на самом деле на разведку сегодня Тиньмин, поэтому фермер, с которым я общался, с которым мы заказывали Любао, прям непосредственно из Любао Дженя, такой вот светлый Любао, многие помнят наш такой кирпичик, у нас он был. Именно он мне не успел ответить, потому что сегодня Тиньмин, видимо, он отдыхает. Но мы посмотрим, что можно найти. Вот, соберем контакты, потому что нас тут довольно много что интересует. Помимо традиционного Любао, еще интересно посмотреть на Любао, который делают крупные заводы. Уджоу Чачан, то есть уджоуский завод чайный. И еще пообщаться с другими производителями. Так что будем изучать местность. Добрались наконец до Любао Дженя. Называется Джень, на самом деле как деревушка небольшая такая. Джень по-хорошему это такое вот как бы село центровое бывает для нескольких деревень. А здесь же мы видим просто микродеревню. Заехали к еще одному фермеру, который такой маленький микрозаводик свой. Такое у него атмосферное место. Здесь же не магазин, здесь же его мама разбирает чай. И здесь же мы сейчас попробуем самый свежий Любао чай, который сделан прям только что. Я уже привозил именно такой чай, это было несколько лет назад. Довольно быстро закончился. Выглядит такой рассыпной, молодые самые побеги, то есть похож на Маофен внешне, на зеленый. Но у него достаточно специфичный вкус. Сейчас мы его оценим, будет интересно. Я сам его не пил, если сказать, очень давно, потому что вот с тех пор, когда я здесь был, я его не заказывал дистанционно, потому что как-то, ну не знаю, такие чаи всегда надо лично выбирать. И ждал, когда же получится снова добраться до него. Я думаю, так нежненько заварю, не буду слишком много класть. И попробуем. Сейчас хозяин там параллельно занимается производством. У него там сейчас идет процесс сминания чая, обжарки. Технология очень похожа на производство зеленого чая. Здесь интересно, потому что здесь другой еще культивар, сам сорт куста, и поэтому хоть чай обработан очень похожим образом, как зеленый, он имеет
другой вкус. Да, очень похож на Малфен, но богатый аромат такой нежный. Да, чай, в общем, очень неплох. Я думаю, очень сильно понравится тем, кто любит свежий зеленый, потому что в нем есть ноты зеленого чая, и в основном он похож на зеленый чай, если не знать, что это Любао. Сам Любао в кирпичах, кстати, он похожий на те, которые я раньше приобретал. Этот чай значительно дороже, чем кирпичный Любао, потому что здесь все-таки почка, не такой крупный нижний лист, как у прессованных, а именно молодой почечный чай. И сейчас тоже самое-самое начало, опять-таки сейчас у нас Цинмин, 5 апреля. Ну что, я думаю, что с чаем мы определились. Чай возьмем, пойдем посмотрим на завод. Взяли чуть-чуть чайку. Все количества, к сожалению, тут небольшие именно вот по этому чаю. Это не такой массовый продукт. Поэтому я эту корзинку попробовал, из нее же взял. Ее же и отправим. Чая немного, но потом, возможно, будем снова сотрудничать, потому что просто партия одного дня – это примерно вот такое количество, потому что маленькая ферма. А вот так просто выглядит самое такое примитивное производство Любао. Это деревенский микрозавод, которых очень много здесь. И, в принципе, подобным образом выглядят все производства в Китае, если это вот одна ферма и там семья работает. То есть вот, пожалуйста, станок для обжарки, станок для сминания. Вот здесь у меня как раз поднос только что прошедшего стадию первичного сминания чая. То есть вот он после обжарки был смят. И после этого, значит, у него идет сушка. По сути, так Любао и делается. То есть производство зеленого чая, именно вот этого конкретно Любао, который делается таким образом, не отличается. Но на самом деле интересная история, которую я тоже раньше уже затрагивал, но расскажу еще раз, потому что под названием Любао подразумевается несколько вообще сортов чая, и некоторые из них как раз как вот этот похожи очень на зеленый чай, некоторые это прессованные в кирпичи, в блины, чаи, обработанные по технологии очень близкой к хэйча. Они похожи как на шен, так и на шупуэр, и при этом имеют даже более долгую историю. Изначально сюда эта технология пришла, она из Хунани, из провинции, где-то еще раньше начали делать. И поэтому сейчас под названием Любао можно встретить очень разный чай. Вот конкретно здесь сейчас делают самый-самый свежий, самый первый сбор. И обычно этот чай самый высокосортный, и уже дальше идет сырье, которое идет на производство кирпичей и блинов. Сейчас же делается именно вот чай в основном фермерский, а крупные производства с таким чаем не связываются. Для крупных заводов нужно больше объема сырья. Вот здесь как раз корзина, которая рядом со мной, она стоит в самом конце вот этой трубы обжарочной, и сюда сыпается чай, который уже прошел обжарку, то есть он засыпается в самом начале, проходит через трубу и высыпается в корзину. В общем-то, подобным образом обжариваются многие другие чаи, в том числе шенпуэр. Часто используются такие котлы для крупного объема, когда это не ручная обжарка, а более доступное сырье. Аромат, кстати, чая очень сильно отличается до сминания и после. Тот гораздо более нежный, а здесь еще в нем много зелени. Ну а сейчас мы попробуем кирпич Любао. У нас такой уже был, но мне почему-то визуально это показался интереснее, чем то, что у нас был, потому что здесь все, я так понимаю, делают традиционно его очень похожим по одной и той же форме, но при этом сами кирпичи разные. Даже у этих ребят. Вот, например, сейчас я вот залил настой и прям смотрю, прям такой темный. Да, ух ты, аромат у него очень хороший. Я думаю, что мы его возьмем даже еще до того, как я подумал, что он нам нужен. Гораздо лучше, чем то, что у нас было. При этом он тоже, скорее всего, будет достаточно бюджетный по цене. Каждый кирпичик надо выбирать самостоятельно, потому что они, скажем так, они предрасположены к образованию плесени. И когда эта плесень золотая, то это плесень благородная, та самая, которая здесь, собственно, должна быть. Когда это какая-то другая плесень, эта плесень не очень благородная. Такие блинчики мы отбираем отсюда. Но, в принципе, тут таких вот сейчас не было. Это я убрал, который был просто слишком влажный. Здесь достаточно влажный, поэтому я выбираю блины, которые наиболее сухие, у которых нету никаких проблем. Чай достаточно специфичный, надо сказать, именно поэтому его очень сложно найти, именно поэтому надо всегда выбирать лично продукт. Но мне очень понравился, честно сказать, это вкуснее гораздо, чем то, что я пил до этого, и даже вкуснее того, который был у нас. Так что я думаю, все, кто спрашивал меня, когда же будет снова, очень обрадуются, что наконец-то он снова у нас появится. Количество, к сожалению, не очень большое, килограмм 50. Один такой кирпич весит полкило. Сколько смогу, столько и заберем. Может быть, еще у кого-то в другой фирме найдем. Делается из такого нижнего плотного листа. Нужно, во-первых, сухие смотреть, во-вторых,
чтобы все было в порядке с внешним видом. Вот мы сейчас зашли в один небольшой магазинчик, он же заводик. Здесь девушка, причем которой здесь обычно ее нет, что самое интересное. Она приехала сюда на Цинмин, вот, обычно здесь ее папа, и он так больше, так уже такой, как в формате склада существует магазин. Так она вообще живет в Вуджоу, уже в городе самом. И мы пьем несколько сортов любао-ча. Вот. Конкретно сейчас пропили вот такой вот шестиугольник. Причем надо сказать, что все вот эти вот кирпичи, которые они делают, они все в каких-то микроколичествах. То есть, например, вот этих вот шестиугольников у него всего 4. Ну и вот тут тоже можно посмотреть, у нее там тоже кирпичей там может быть там по 5, по 10. Это мы сейчас пьем чай, который вот в блинах, он там, в блине таком большом. Это прессованный весенний чай, который как раз мы только что были на заводе, и там прессуют, здесь конкретно не прессуют такой чай весенний. Вот. И технологии, кстати, похожи. Я вот говорю про зеленый чай, на самом деле я забыл. Я думаю, что же мне так напоминает этот чай? Шен. Вот, напоминает Шен, и на самом деле действительно он очень похож на Шенпер по технологии. Я как раз вспомнил об этом на заводе, когда смотрел на обжарочную, значит, трубу. Вот два вида. То есть один спрессованный вот такой вот сырье, здесь и крупные почки, и мелкие листы. Там, ну, в основном такой средний лист. А вот второй чай, который вот он совсем мелкий, он сделан из сырья минсянча, то есть он собран до цинмина. Мы как раз сейчас вот его пьем. Да, так компрессован, раскрывать достаточно медленно. Надо как раз вот вкус и аромат выходит только-только. Ну, действительно так. Ради. Она говорит, что, ну, например, летний чай мы не собираем, потому что он вообще невкусный и такой горчит и так далее. Да, этот чай получается до цинмина, а этот после уже собран. Где-то там 2-3 недели разница у них в сырье, и сразу размер фракции разный. Но это ладно, на самом деле больше меня беспокоит возраст. Конкретно вот этому чаю, он говорит, что 10 лет назад спрессовали, и тут видно деньхуа, то есть золотая плесень. Такое очень мощное состояние, если честно, мы вот выпили. Мы еще, конечно, весь день дороги были, ехали, только 6 часов, но все равно так прям очень сильно сразу почувствовалась чай-си, энергия чая очень сильная. И потом сейчас вот попили этот, он так немножко полегче, помягче, немножко более зеленый, он такой молодой. А этот вот 6-летний видишь. Ну то есть разница на лицо видно даже по настою, смотрите, как вот этот вот темный. Этот любао конкретно вообще конкретно здесь интересен тем, что в отличие от крупных заводов, где там, ну, огромные объемы производства и так далее, вот эти все кирпичи, там вот они сделаны в микроколичестве, и каждый из них это какой-то артефакт. То есть они сами делают деревянные формы, на которых они это прессуют. Да, ее папа, он делает деревянные формы, и эти формы у него каждый раз меняются. То есть получается каждый кирпич там имеет свою какую-то особенность. То есть маленькие, большие, средние, вот эти вот такие вот. Да, видишь шестиугольника, видит даже вот блинов, то, что мы как раз сейчас пьем, это вот блин, да, вот такого формата. Вот это вот только один у него. Так что немножко будет у нас такого эксклюзива. Это, конечно, не про какие-то серьезные объемы ни в коем случае, но иногда такие чаи тоже забавно находить, на самом деле, просто для ценителей. Называют чай для ценителей. Вот, при этом у нас тоже уже будет уже и любао доступный, любао заводской, и любао вот такой у нас тоже будет. Ну, вот здесь у нас такая красота, это из 2-3 деревьев, деревьев больше 100 лет. Вот, и цена тут на него, дороже, чем юнанский. Очень похож чай, вот этот гушу, на сладкий, прям шен. Я его просил достать все-таки, вот, чтобы было похоже на вот это, потому что наши 50 не очень хочется.